Представьте себе чувство Антона. Сюда удар. Отсюда удар. Да, Можно ударить отсюда. Ох ты! Всем привет! Всем привет! Это «Боевые перцы» и наш выпуск про пьяные приставания и драки. По этой причине несколько учеников пришли к нам в центр. Один из них рассказывал историю, назовем его Антоном. Вот Антон шел вечером с женой в кино по улице, хорошо одетый, крупный достаточно мужчина. Мимо них шел пьяный, они встретились глазами. Пьяный догнал его, хлопнул по плечу и врезал по морде. Представьте себе чувство Антона, который перед женой чувствует себя оскорбленным, униженным, отнимаются ноги. В красивом костюме, жена в красивом платье конечно. и так далее. Да, и поэтому я хотел спросить, вот что делать в случае пьяных приставаний? Нужно запомнить несколько правил. Во-первых, пьяный – это человек, у которого снижены болевые пороги. То есть это практически наркоман. То есть он в наркотическом опьянении. Поэтому он очень слабо чувствует боль, он непредсказуем, потому что его невозможно просчитать, мыслит он по-другому, и поэтому нужно запомнить несколько правил, которые нужно соблюдать для своей безопасности. Первое правило, которое нужно запомнить – не смотреть в глаза пристально пьяному, иначе вы его привлекаете. Нужно смотреть всегда с помощью периферического зрения. То есть стараться пропустить глаза мимо себя. Это сложно, поэтому этому нужно учиться. Учиться можно только тогда, когда вы занимаетесь какими-то боевыми искусствами. Слав, ну вот если у него снижен болевой порог, то тем не менее, как предотвратить его нападение? Желательно атаковать с опережением. То есть если вы чувствуете, что на вас пошла атака, не надо ждать, пока прилетит удар. Надо реагировать быстрее. А куда бить? Обычно у человека пьяного он контролирует себя где-то с головы до уровня пояса. Ниже он себя не контролирует, особенно колени. В пах, что ли, бить? В пах бесполезно бить, потому что нужно уметь в пах бить. И я еще раз повторяю, болевые пороги все заторможены. Поэтому проще ударить в колено или по лодыжке. Сбоку, прямо. Удар в колено очень травматичен. И потом атаковать сразу. То есть меняем уровень. Сначала бьем в колено, потом в глаз. Или в уши. Ну, глаз это приведет к превышению самообороны необходимой. Можно просто хлестнуть по глазам. То есть это выключает зрение на несколько минут. Я бы хотел объяснить сразу, почему мы не бьем выше пояса. Потому что на этой дистанции очень неудобно ударить выше пояса. Это раз. Нужно иметь хорошую растяжку. Потом выше пояса легко защищаться, потому что человек эту дистанцию контролирует. Точно так же, включая пах. Нам нужно нанести удар так, чтобы он не видел удара. Поэтому удар наносится в колено, наступается на стопу и бьется сюда. Можно нанести удар просто в подбородок и войти в глаз. Более максимально. Потом уйти в сторону, и тогда можно пнуть в пах. Поэтому нету смысла бить выше пояса на улице. Особенно тогда, когда скользко или неудобно. Вот на этой дистанции бить ногами практически невозможно. Ну и нужно учитывать несколько вещей, что самый сильный удар рукой – это удар локтем, самый сильный удар ногой – это удар коленом. Поэтому максимально нужно сближаться ближе. Поэтому здесь ударили и вошли в него. Тут уже просто идет все сюда, 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 и человек ломает ногу. Видите, да? Сюда удар, отсюда удар. Сюда, сюда. Можно ударить отсюда, 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 отсюда. То есть сначала в одну ногу, то есть мы бьем сюда и сюда.
можно ударить отсюда. Ох ты, пыта ты! Это все советы для людей, у которых мало опыта. То есть получается так, что пьяный, если нас атакуют, то первый удар идет Колено, колено или лодыжка. колено, лодыжка. Не ожидая результата, несмотря что с ним произошло, мы сразу либо бьем в глаз, либо по ушам. То есть это самый верхний уровень головы. То есть мы меняем уровни неожиданно. То есть это неожиданно для пьяных или наркоманов. А что делать девушке, которая сопровождает мужчину? Девушка, к сожалению, как бы мы ее не уважали или не любили, нужно научить девушку быстро уходить, чтобы не мешать своему мужчине разбираться с хулиганами. Ну, таким образом, девушка и женщина, они являются отвлекающим фактором и даже обузой для своего кавалера, потому что мешают ему правильно двигаться. Он вынужден все время быть рядом с ней. Ему тогда приходится, кроме себя, защищать еще и девушку. Это уже сложнее, когда особенно много противников. Поэтому это сложнее делать, когда ты не только за себя отвечаешь, а еще и за девушку. Давайте сейчас с вами разберем, что здесь было сделано неправильно. Первое и самое важное, что женщина сделала неправильно. Что она сделала? Она, когда били мужчину, она держала его за руку. Первое, что должна была женщина сделать, это отпустить руку, для того, чтобы мужчина мог этой рукой свободно действовать. А так она повисла на руке и мешает этой рукой действовать. Поэтому первое, что должна женщина сделать, это отпустить мужчину из-за руки, либо уйти в ту сторону, но обычно тогда открывается спина. Поэтому лучше уходить за противника. Что должен был сделать мужчина? Ну, первое, какую ошибку он совершил? Когда его дотронулись за плечо, взяли и потом сделали шаг вперед. Здесь противник закрыт, и его очень сложно ударить. Поэтому не нужно допускать, чтобы противник, который тебя коснулся сзади за плечо, чтобы он вышел и сделал шаг сбоку. Поэтому, когда только касается рука, вы бьете ногой в голень, потом этой ногой идете сюда, с разворота эта рука закрывает, то есть она не дает видеть, а вторая рука бьет. И потом идет удар в пах. И вы уходите. А как все-таки избежать столкновения с пьяным? Нужно сделать несколько вещей, которые помогут очень быстро вывести из строя противника. То есть первое – это удар по колену. Второе – идет удар в глаза. Есть несколько способов, как бить в глаза. Несколько. Самый простой – это вот такой. То есть одним пальцем. Не двумя и не вилкой, да, а одним пальцем просто. Обычно вот так руку складывают и бьют. Либо, если человек в очках или еще в чем-то, палец вот так делается. Что, можно разбить очки? Да, очень легко. Дело в том, что можно просто щелкнуть по глазам. Ну, то есть наотмашь, просто хлопнуть по глазам, наотмашь. У человека выходит обильное выделение слез, либо по основанию кончику носа. Не обязательно его ломать, можно просто ударить его. На пьяного это все воздействует? Да, очень. Причем это эффективно. То есть просто его щелкнуть. Не надо бить сильно, а надо его щелкнуть. У тебя случаи нападения пьяных были, да? Да, очень много случаев было Вот нападений пьяных. Поэтому я всегда говорю по опыту. Первое, что возможно, это удар колена. Не надо бить в пах, потому что в пах надо научиться бить. Очень многие бьют неправильно, и это не воздействует. И я уже много раз говорил о том, что когда человек в опьянении пьяный, у него снижены болевые пороги. Ну, не смотреть в глаза. Да, первое, избегая- не смотреть в глаза. Да. Второе, атаковать коленный сустав. Потом меняем уровень, бьем в глаз.
либо по ушам и разрываем контакт. То есть мы уходим. И причем не надо стоять и ждать результата, как же он себя чувствует и к чему это привело. Ну и девушке, и спутнице нужно помнить, что максимально быстро нужно оставить своего мужчину разбираться с этим пьяным. На этом все. Это были «Боевые перцы». Подписывайтесь на наш канал, пишите комменты, нам очень важно ваше мнение, какие темы вас интересуют. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Это были Рома и Слава. Всем пока. До скорых встреч. Ну вот у тебя несколько нападающих. Как они обычно будут себя вести? Ждать и стесняться не будут, они будут бить.